сколько уже людей. Вот оно, Чудское. А мы с вами пришли на берег. Вы посмотрите, что у меня на диване благоухает. Облик суп из щавеля. Такой суп у нас с вами вышел. Немножко сметаны и рубленого яйца. И вот. Доброе утро, мои хорошие. Доброе утро из леса. Ветерок пахнет сиренью и петуниями. Птицы поют. Катер на озере. Слышим. О, а я с кофе вышла. Кукушку не слышите, наверное, далековато, да? А мы с вами на озеро. Пойдем здороваться, знакомиться. Опять кто опять не познакомился, еще не успел. Мы сейчас с вами тудысь на наше озеро, на Чудское. Здесь недалеко совсем. Ой, как птицы поют. Так, ну, зрители дорогие, все были на Чудском? Все знакомились со мной уже? На Чудское ходили или еще кто-то новенький? Пейпсиер на эстонском. Чудское озеро в Эстонии. Ой, сколько уже людей. Ой, вот оно, Чудское. Ай, красота. А мы с вами пришли на берег. Кто скучал? Тот скучал, тот я. Я знаю, что вы тоже скучали. Людей много уже на озере. Там еще не очень много. Вы знаете, вода не ледяная. Она так, полуледяная. Ой, водичка чистая. Ну так, немножко водоросли. Ой, нет, холодная, конечно. Ух. Вот. Сверкает, как серебро, там вот на горизонте. Помочите ножки, ручки. Холодная, правда? Ага, уже тянет воду ее. Ну, смотри. Ну что, будем лежать, загорать. Кристина Поттер взяла. Ой, хорошо. Как же хорошо. Ветер сильный, но все равно жарко.
Не сгореть бы. И какие-то смельчаки купаются уже. Жарко. Нас загорались. Прям, я не знаю, мне кажется, сгорели. Смотрите, как красиво. Кристина любит эту лавочку. Это еще лавочка моей. Моя бабушка еще тут сидела. Не моя лавочка, а тех времен. Сосновый бор. Конечно, красота. Здесь тоже дачки. Вот она, первой линии. Чьи это какашки, или как это сказать? Вот эти чьи. Знаешь, Кристина? Чего ты жмешь плечами? Это заячьи. Уже какой-то гриб вылез. Не один. Ух ты. Говорят, в лесах уже полно грибов. Хотела я себе сделать салатик, поджарить креветки, кальмары. Разморозила уже и креветки, и кальмары. А салат, я смотрю, у меня все. Черный весь какой-то. Но есть перчик, помидорчик, огурчик. Значит, как-то так. Я вот взяла простую курицу. У меня ничего не сгнило. А это все какие-то кольца кальмара. А я думала, это сушка лежит. К чаю. Нет, это не сушка, это кальмар. Это какой-то кальмар. Фу. Немножко растительного масла. Вот подсолнечное такое привезла на дачу. Чуть-чуть чесночка поджарю. И туда креветки. Эти кальмары, они вроде как в тесте, что ли. Я бы, конечно, хотела, чтобы они были без теста. Ну, салат придется болгарский перец, огурец, черри, помидор. И пюре. Нет, пюре не надо. А от этого ты не наешься. Ну, ничего. Друзья мои, пришло маленькое чудо. Наша соседка, девочка, кстати, тезка Яночка, и принесла нам огромный пакет зелени. Здесь лучок, я так понимаю, много так. Здесь так пахнет мятой. Ой, я говорю, буду сейчас пить чай с мятом и с луком. С мятой и с луком одновременно. Ой, сколько зелени! А это кинза или что это? Боже, вы посмотрите, сколько зелени. Какие добрые бывают люди, а. Прошлый год они нас кормили зеленью все лето. И сейчас опять. Представляете, да, сколько зелени? Ой, боже, вы глядите. А это что, наверное, щавель или что это такое? Тоже какая-то травка. Щавель, что ли? Можно щавель сварить или что это такое? А рабарбар. Пирог будет. Ой, ну мята это вообще. Да, надо сделать пирог. Какой, с луком? Да, пирог свежий с луком. И бывает такой? А салат еще с рубленым яйцом и с луком, да, бывает? Ой, какая вкусная. И рабарбара, смотрите, сколько. Быть пирогу. У-ху! Спасибо. Спасибо родителям, спасибо бабушке, тете Танечке, спасибо, я знаю, кто там все это складывает нам. Ой, спасибо вам, добрые люди. Ой, мята, посмотрите, как, да, люди выращивают своими ручками, трудолюбивыми. Ой, спасибо, девочки и мальчики. Да, там папа тоже хороший, и мама. Ой, спасибо.
спасибо. И вот эта вот девочка хорошенькая тащит мне эту сетку, лапонька такая. Как раз я только жаловалась на то, что у меня сгнил тут салат. И тут целая сетка зелени. Спасибо, спасибо огромное. И как раз сегодня мы что-нибудь с вами уже приготовим из этой зелени. Но сначала нам надо с вами расставить фонарики, цветовые инсталляции во дворе. Я еще не все закончила. Там вот у нас еще всякие такие лампочки. То все сейчас сделаем, а потом будем кое-что готовить. Фонарики еще, вот всякие световые инсталляции вот расставляем. Вот такие есть. Там как будто в пузыриках какие-то разноцветные полосочки бегут. Вот такие тоже висячие. Посмотрю, зарядятся или нет. Если нет, то выкидываем. Ежики вот такие, вечером красиво подсветка. Угу. А эти такие вот прямо на территорию ставишь куда-нибудь, и они красиво переливаются. Только надо придумать, куда. Вот около Кузьмы поставлю. Посмотрим, как они зиму пережили. Буду варить суп из щавеля. Да, щавель как раз тот самый, что прислала нам тетя Таня. Но как раз накануне дома, до отъезда на дачу, я варила облика суп. И давайте вам покажу как раз те кадры из дома, как сказать, полноценный такой суп, да, потому что здесь, ну, как бы это все небольшом, в объеме небольшом, и я сейчас на поджарке на каком-нибудь, а вот как я варила этот облика суп, чтобы, ну, вот как типа рецепт, да, в Таллине, посмотрите, пожалуйста. И пока вы смотрите, я сварю примерно такой же, здесь из щавеля тети Тани. Сегодня варю суп обликас. Это с щавелем. Обычную косточку мясную, большой кусок такой свинины с косточкой, я варила с морковкой, с лучком. Потом лук, морковку выкинула целые. И мясо распотрошила сюда. Обычная поджарка на сковородке. Морковь плюс лук. Ничего особенного. И картошку сюда покрошила. Все. Теперь самое главное это обликас. Это щавель. Купили щавель. Щавеля что-то, по-моему, здесь на 4 или на 3 евро. Вот пакет большой, 400 с лишним грамм. Я вот прямо насыщенный делаю. Параллельно ставлю вариться яйца, потому что обликас суп, он с яйцами и со сметаной кушается, едится. Вот, а сейчас всю эту кучу щавеля, все плохие листики убираем. Щавель тщательно промываем, чтобы тут вот в корешках никакого песка, ничего не было. Крошим его. И в последний вот суп, когда он уже готов, все вот в последнюю очередь этот щавель туда, потому что ему нужно пара, не знаю, 10 секунд, чтобы, ну, более-менее не переварить его, чтобы осталось еще что-то. Но чтобы закипело и все сразу, понимаете, да? Вот и все. Вот так я варю. Сейчас я буду перебирать его. И готово. Хорошо промываем, чтобы он не осталось песка здесь, если ничего. Вот, даем стечь и будем нарезать. И яйца поставила вариться. Сейчас закипят и все. В суп добавляю специи для супа, эстонские специи для супа. Показывала, но вдруг кто не видел, здесь в составе черемшал, лук, красный перец, орегано, петрушка, майоран, перец чили. К супам, салатам, овощам, соусам. Травы, собранные на хуторе. Купья yrtitalu. Вот это Купья yrtitalu. Это хутор в Эстонии, в котором это собирается и продается в магазине. Вот и сюда эту травку сушеную. Соль там, все это, ну, понятно. А вот теперь просто произвольно нарезаем. Опять штатива нет. Маркиз, отдай штатив. Ну, в общем, кусочками. И в суп кладем наш щавель. Вот такой он получается. И теперь его в суп.
Не надо ему кипеть, дали закипеть всю как бы массу эту и сразу выключать. Не нужно ему вариться, чтобы витаминов побольше осталось в нем, не переваривать. Вот сейчас подождем, когда он начнет закипать, и сразу отставляем. Не отстав... Ну, я в своем случае просто выключаю, потому что индукция у нее нет достаточного тепла здесь практически. Все. Со сметаной и с рубленым яйцом подавать. А вот такой супчик у нас с вами вышел. Облика суп из щавеля. Такой суп у нас с вами вышел. Немножко сметаны и рубленого яйца. И вот так мы с вами это подаем и кушаем. Приятного аппетита всем. Но каждую весну я варю этот супчик. Ну вот, вы посмотрели, а я уже много чего здесь сделала тоже. Скоро закончу супчик варить. Очень вкусно. Но вот такой вот сезонный, раз-два в год я обязательно его варю с рубленым яйцом. Это, конечно, очень вкусно. А сейчас я с вами буду прощаться. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Хорошего вам настроения. И всем нам прекрасной погоды. Все, пока. И атака.